Доброго дня, друзья! Я рада всех приветствовать, кто присоединился к нашей сегодняшней трансляции. Мы сегодня будем говорить о достаточно сложном таком явлении и о сложной теме, где две, а может быть даже и три отрасли взаимодействуют друг с другом, сталкиваются ценности, сталкиваются точки зрения. И я знаю, что обсуждение кто у кого чему должен учить журналистики, как журналистские организации должны взаимодействовать с системой образования, как вот это все должно быть согласовано. Это всегда бесконечные холивары в наших группах. И сегодня мы с вами попробуем посмотреть на это с исследовательской точки зрения, с ценностной точки зрения. И я очень рада приветствовать нашего сегодняшнего гостя, Nico Drog. Hello. Hello. Can you hear me? Yeah, everything is great. И, как всегда, нам помогает Ольга Кравцова. Она не просто переводит, она еще и помещает все в контекст. И все, если что-то будет непонятно, все объяснит. Я напоминаю, что вы можете задавать вопросы в чате YouTube. Эти вопросы мы видим и будем выводить на экран. И таким образом мы сможем ответить на все, что вас волнует. Пишите не только вопросы, но и ваше мнение, возражения. То есть давайте обсудим эту тему с разных сторон. И я буду тут таким техническим помощником и организатором трансляции и передаю слово нашим гостям. Okay, Oksana explained to the participants that they can leave their comments and questions in the chat. If they're watching us through YouTube, they can use YouTube chat. And today we have this complicated, complex topic about journalism education in the modern world and how it interacts with the actual practice of journalism and all the questions that usually cause heated discussions in our community. So the floor is yours, Nico. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you for inviting me to deliver a speech on the subject of journalistic roles, values, and qualifications. I regard it as an honor that you are willing to listen to me. My name is Nico Drog, and I am Professor of Media and Civil Society in the Netherlands. And next to that, I'm Counselor of the European Journalism Training Association and Vice Chair of the World Journalism Education Council. Добрый день, дамы и господа. Большое спасибо за приглашение. Я очень рад, и для меня большая честь сегодня быть здесь с вами, и то, что вы собрались меня послушать. И я рад вам представить результаты исследования относительно журналистских ролей, ценностей и квалификаций в современном мире. Меня зовут Ника Дрог, я профессор факультета медиа и гражданского общества в Нидерландах. Также я вице-председатель Всемирного совета по образованию в области журналистики и советник Европейской ассоциации журналистского образования ЭШТА. My presentation will focus on journalism education, but also on the transition phase in which journalism finds itself. And it is based on European and global research. Мой рассказ сегодня будет посвящен журналистскому образованию и более конкретно тому переходному периоду, в котором мы сейчас себя обнаруживаем. И такое исследование было проведено Европейской ассоциацией журналистского образования относительно журналистских ролей, ценностей и квалификаций. И оно было проведено в разных странах. I will first go into the background of the research and then focus on some of the outcomes of the research. But first, some background. Сначала мы поговорим немножко о предыстории, так сказать, об основаниях этого исследования, а потом я расскажу вам о некоторых его результатах. And yes, and you can go on to the next slide even. The research that I will tell you about was initiated by the European Journalism Training Association, the EJTA. This is an association of more than 80 journalism schools from 30 European countries, including 6 universities from Russia: Moscow,
St. Petersburg, Stavropol, Chelyabinsk, Nizhny Novgorod and Vladivostok. Мгм. Это исследование, про которое я вам буду рассказывать, было инициировано, как я уже сказала, Европейской ассоциацией журналистского образования. Это такая ассоциация, вот ее название на английском вы видите на экране, которая объединяет 80 школ журналистики из 30 разных стран. И в том числе туда входят 6 факультетов журналистики из России. Это Московский университет, Санкт-Петербургский, Ставропольский, Челябинский, Нижегородский и Владивостокский. The EGTA is characterized by diversity. Our members come from countries with very different political and historical background. They have different media systems, different views on journalism, different cultures, and we speak more than 20 different languages. Мгм. Европейская ассоциация журналистского образования, она вся вот о разнообразии. В нее включены разные страны с разным культурным, политическим бэкграундом. У нас разные взгляды на журналистику и, может быть, на политику. У нас разные культурные как бы коды, да, и так далее. И мы говорим более чем на 20 разных языках. Despite all these differences, we are facing the same developments in the media. The pace of this development changes from country to country, but the direction of the change is the same almost everywhere. Мгм. И несмотря на то, что вот у нас разный политический, исторический, культурный, социоэкономический и так далее бэкграунд, разные медиасистемы, и мы по-разному проходим этот переходный период в медиа, но если темп этого переходного периода отличается, та скорость, по которой мы по нему движемся, то направление, мы совершенно точно можем сказать, у нас одинаковое. То есть все страны, все члены ассоциации проходят через ту же самую трансформацию в медиаобразовании. Next slide, please. Yeah. In the technological field, we see that the monopoly on news of journalism is coming to an end. The number of news suppliers is rising, including big tech companies and citizen journalists. At the same time, we see that journalism is often no longer in the center of the communication process. All kinds of sources, for instance, politicians, bypass journalism and communicate directly to the public. This process of so-called disintermediation is not unique for journalism. It is a characteristic of the digital era. As they say, internet kills the middleman. Мгм. Что касается технологического аспекта, мы видим, что монополия на новости приходит к своему концу. Сейчас уже слишком много и очень много поставщиков новостей. Новости идут, информация к нам идет из разных источников, со всех сторон. И теперь уже журналист не является, так сказать, вот тем центром, который находится внутри коммуникации. Это то, что называется как бы избавление от посредника, да, и мы говорим, что интернет убивает посредника. Сейчас журналиста легко, так сказать, обойти или миновать этап журналистики, потому что даже политики, например, могут общаться со своим электоратом напрямую, минуя, так сказать, посредников в лице журналиста. In the economical field, we see that the scarcity of news is ending. News is becoming abundant, which means that its economic value is going down. The business model of the news industry has become disrupted, and there is a great need for other ways of earning money than through the system of payments by news consumers and advertisers, especially since the new generations see news as something that is coming to your mobile phone for free. It is not something you pay for.
Что касается экономической области, мы видим также, что вот недостаточность или такая эксклюзивность новостей тоже приходит к своему концу. Сейчас новостей и информации очень много, опять же, которые поступают из разных источников. И прежние бизнес-модели, которые позволяли журналистике зарабатывать на вот поставке новостей, они уже не работают. Особенно поскольку молодежь, например, воспринимает новости, которые поступают к ним напрямую на мобильный телефон, как нечто бесплатное и, само собой разумеющееся, то, за что не нужно платить. Поэтому медиаорганизациям и журналистам приходится искать какие-то другие бизнес-модели, чтобы зарабатывать на профессии. In the social field, we see that the era of mass audiences is coming to an end. In the case of great news events with great impact, something like a mass audience will still keep forming itself. But shared information and shared experiences become less usual. The public becomes more and more fragmented and falls apart in special communities, subcultures, and target groups. Что касается социальной сферы, мы видим также, что массовая аудитория тоже сейчас не настолько, так сказать, работает, как это было раньше. Конечно, когда происходят какие-то очень громкие и важные для всех события, эта информация объединяет большие пласты людей, но сейчас скорее аудитория характеризуется такой фрагментарностью, разделением на сообщества, да, или целевые группы. То есть вот эта эра массовой информации, которая подходит всем, она тоже приходит к концу. And finally, in the relational field, we see that the pure one-way communication is coming to an end. It is complemented or displaced by two-way communication. Journalism is no longer about only sending to the public. It will be more about seeking interaction and listening to the public. In many countries, news media are investing in dialogue and cooperation with the public. In the network society, this becomes easier and more common. И также на уровне вот таких отношений, взаимоотношений журналиста с его аудиторией мы видим, что такая односторонняя коммуникация, она тоже приходит к концу. Эта эра заканчивается, и сейчас скорее журналисты вовлекаются в интерактивный диалог со своей аудиторией. Многие крупные медиакомпании инвестируют в то, чтобы этот диалог был налажен. И журналисту, кроме того, или даже более чем чтобы осуществлять, вместо того, чтобы осуществлять одностороннюю коммуникацию, посылать, так сказать, месседж своей аудитории, журналист уже вовлекается в диалог, он слушает свою аудиторию, он пытается как бы пробудить интерактивность, и медиаорганизации специально даже вкладывают средства в это, чтобы процесс коммуникации был не односторонним, а двусторонним. These four trends are part of a fundamental transition in our media model, the transition from a mass media model to a network model. The mass media model has been very successful in the 20th century, but is now changing into a 21st century network model that has other characteristics. И вот эта модель массовой коммуникации, которая была очень эффективно, популярна в 20 веке, она сейчас уступает место модели 21 века. То есть модель массовой коммуникации сменяется на сетевую модель современную, которая обладает другими характеристиками. Next slide. In dealing with this transition, there has been and still is a strong emphasis on technology, how to use the new platforms, how to incorporate virtual reality, how to use artificial intelligence, what to do with robot journalism, how to use drones, 360-degree cameras, intelligent speakers, and so on. И в этом переходном периоде большое внимание направлено на развитие технологий. Многие вопросы, связанные с использованием новых технологий. Какие платформы мы можем использовать для того, чтобы заниматься журналистикой? Как включается туда виртуальная реальность? Что такое съемки с дрона и видео на 360 градусов? Да? Что такое умные
спикеры, то есть колонки, и как в этом участвует искусственный интеллект, какую роль играют роботы в журналистике и так далее. It is very important to think about these technological issues as they will change the way we practice journalism. So technological innovation is a necessary condition for entering the network era, but it's not enough. It is not a sufficient condition. И в то время как очень важно помнить про развитие технологий и понимать, что вот этот переход от одной модели к журналистике к другой модели, он основан во многом на развитии технологий, но в то же время мы должны помнить, что технологические инновации – это, так сказать, обязательное условие, но недостаточное. Renewing journalism is not only about technology, it is also about the culture of journalism, about the roles and the values of journalism in a changing society. Culture is not about the how, but about the why of journalism. Will there still be a role for journalism in the network society? Обновление журналистики – это разговор не только и не столько о технологиях, о меняющихся и развивающихся технологиях, но это еще и разговор о новой культуре журналистики, о ее целях, ролях, ценностях. И современная журналистика скорее отвечает на вопрос не «как», а на вопрос «зачем?», в чем состоит вот эта социальная роль журналистики. Next to the structural elements, we need to rethink the cultural elements. Journalists all over the world cherish professional values such as autonomy, neutrality, objectivity, and immediacy. The transition from the mass media model to the network model, nevertheless, needs a change of accent in the direction of another set of values: cooperation, commitment, transparency, and content. Rethinking the culture of journalism. Oh, sorry, no, please translate. Just to make it shorter. Yeah. И так же, как мы говорили про структурные элементы, что вот модель массовой информации отличается от более современной модели сетевой, то, что меньше монополии, двусторонняя коммуникация, она вовлекается в сообщество и так далее. Также есть и культурные элементы, которые отличают эти две модели. Если в модели массовых коммуникаций журналисты придерживались таких ценностей, как независимость, нейтральность, объективность и такая вот непосредственность, то есть оперативность информации, сейчас в модели сетевой культурными элементами и вот ее ценностями скорее является кооперация, то есть взаимодействие, commitment – это как бы приверженность, некие обязательства по отношению к другому участнику диалога, прозрачность и контекст. Rethinking the culture of journalism is important for the future of journalism and has been subject of a lot of international research. И вот это переосмысление будущего журналистики и ее роли – это процесс, который происходит в разных странах и который ложится в основу уже многих исследований. This research has been focused on professional journalists around the globe. This is the so-called Worlds of Journalism study, and on the future journalists, the students, in the research called Journalism Students Around the Globe. Но вот крупные исследования, которые уже занялись этим вопросом, они занимаются как бы средой профессиональных журналистов. Например, было исследование, которое называется «Мир журналистики», исследование миров журналистики. Вот вы видите на экране, да, как по-английски называется. И также было исследование студентов журналистики, то есть будущих журналистов. Оно называлось «Студенты журналистики по всему миру». What has been missing in the international research is the link between professionals and students, and this link is the teachers. Да, и чего не хватало в этом мире исследований, да, в тех исследованиях, которые уже были проведены, это соединительного звена между профессионалами-журналистами и между студентами-журналистами, а именно это преподаватели журналистики.
That is why the European Journalism Training Association launched the study on the view of teachers. You can download a free PDF of the report on eshta.eu. The European research was done in 2018 and 2019, and 3 months ago, in the beginning of this year, the survey was also set out worldwide. China, Brazil, United States, Australia, etc. И вот именно поэтому Европейская ассоциация журналистского образования запустила такое исследование, опрос именно преподавателей журналистики. Вы можете скачать бесплатный доклад на английском языке вот по ссылке, которую вы видите на экранах на сайте Европейской ассоциации. И исследование среди европейских стран было проведено в 2018-2019 году, и буквально вот 3 месяца назад, в 2021 году, это исследование было запущено уже по всем странам, то есть там включает и Китай, и Бразилию, и Соединенные Штаты, то есть это становится действительно таким всемирным исследованием. The teachers in Europe and on the other continents were asked about their views on roles, values, trends, and qualifications, and we used a 5-point scale in the survey. И в исследовании мы использовали шкалу, 5-бальную шкалу. Вы видите вот пример вопросов, которые задавались респондентам. Они касались, опять же, ролей, функций и характеристик журналистики, которые будут востребованы в будущем. И респондент должен был оценить, насколько важна эта функция или эта роль, или эта ценность будет для журналистики в обозримом будущем. I will now show you some of the outcomes. The Russian data are taken from the global research from this year, from 2021. The European data are taken from the ESHTA research of 2018. Я поделюсь с вами некоторыми результатами этих исследований. Здесь будет сравнение российских ответов, которые мы взяли из опроса уже вот этого глобального, всемирного, а те ответы и цифры по европейским респондентам, которые я буду приводить, они взяты из вот этого европейского исследования 18-19 года. There were 199, almost 200, respondents from Russia, and compared to the European teachers, the main differences are the large proportion of female teachers in Russia, 77%, and the high level of education. 75% of the Russian teachers has a PhD against 36% in Europe. The average age and the years of practical experience are about the same. В российском исследовании приняло участие почти 200 человек, 199 участников исследования было из России. Вот мы видим, что в Европе там больше 1000, и основное отличие этих двух сообществ было в том, что среди российских преподавателей 77% женщины, 23% мужчины, в то время как в Европе мы видим вот 47 женщин и 47% женщин, 53% мужчин. То есть мы знаем, что российская журналистика в основном имеет такое женское лицо. Что касается возраста, приблизительно средний возраст сравним, да, 46 и 47. И еще одно крупное отличие было в том, что у российских преподавателей выше уровень образования. Вот 75% отметили, что они имеют PhD, ну, то есть, наверное, степень кандидата наук или доктора наук, в то время как в Европе только 36% респондентов имеют PhD. One of the important questions of the research is what teachers regard as important tasks for journalists in the future. And if we focus on the main differences between Russia and European teachers, we see the following. Основные различия, вот, так сказать, основной фокус внимания был направлен на то, какие важные характеристики журналистики видят преподаватели журналистики в будущем, то есть какие характеристики будут важны. И вот здесь мы видим следующие результаты.
well, this figure is not easily. Yeah, maybe this is better. Yeah, thank you. Green means that Russian teachers find a task more important, and red means less important. И здесь мы видим отличие, вот опять же, российских респондентов от остальных европейских респондентов, что показано зелеными такими полосочками. Это те функции, которые российские преподаватели видят как более важные, чем европейские, а красные – это наоборот. То есть российские преподаватели видят эти функции и роли как менее важные, чем европейские респонденты. Russian teachers place more importance on making as many stories as possible each day and get information to the public quickly, among others. Вот среди других. And they place less importance on monitoring business organizations and providing analysis and interpretation of current affairs, among others. Вот среди прочего, в частности, российские респонденты видят как более важную характеристику журналистики ее задачу делать как можно больше новостей, выпускать как можно больше новостей, историй, сюжетов каждый день и быстро поставлять информацию аудитории. И если мы посмотрим вот наоборот на самые нижние, когда мы отличаемся, российские респонденты отличаются от европейских в другую сторону, менее важной для российских респондентов явилась функция мониторить и подвергать, так сказать, тщательному анализу работу бизнес-организаций и обеспечивать анализ и интерпретацию текущих событий. The outcomes point in the direction of a difference between Russian and European teachers with regard to two major roles in journalism: the disseminator role and the investigator role. The disseminator role is centered around the fast spreading of the news, while the investigator role is focused on journalistic research. Интересно, что вот эти различия как бы укладываются в две парадигмы или в две такие крупные роли, которые мы приписываем журналистам. Диссеминатор, то есть распространитель новостей, для него важно быстро обрабатывать, добывать и поставлять информацию, выдавать ее аудитории, каждый день вырабатывать как можно больше новостей и нести их, опять же, аудитории, фокусироваться, концентрироваться на таких как бы свежих новостях. А есть у журналиста роль расследователя, когда журналист или журналистка скорее предоставляют такую более глубокую аналитическую информацию в контексте, в некоем, с анализом и так далее. И дается интерпретация, истолкование текущих событий. On a 5-point scale, with 1 meaning a very low future importance and 5 meaning a very high future importance, the mean score of Russian teachers on the disseminator role is 2.98 and on the investigator role 3.91. This means... Oh, sorry, you can translate, yes. Да, на пятибалльной шкале, там, где 1 означает очень низкую важность в будущем этой функции и 5 очень высокую, россияне в среднем ответили, что роль распространителя новостей имеет вот значение в 2,98 балла, а роль расследователя 3,91. This means that they see about the same importance for the fast news journalism in the future as now, and a growing importance for investigative journalism. And this is more or less consistent with the main trend in Europe, as well as with the main global trend. Мы можем истолковать эти цифры так, что роль распространителя информации видится как такая же важная, как и была раньше, да, и при этом роль расследователя, журналиста-расследователя растет, то есть она больше 3.
в современном мире функция журналистики, как и журналиста-расследователя, будет более важной, приобретает более важное значение. If we take a closer look, where does Russia stand in comparison with other European countries and regions? Если мы посмотрим более подробно на место России, так сказать, среди других групп европейских стран, то получим следующую картинку. I have distinguished 6 regions, as you can see in the table and on the small map: North, Central, Southeast, Southwest, West, and Russia. Russia has the red color. Да, мы видим, Россия здесь изображена красным цветом, и она как бы стоит отдельно, и мы видим здесь и на карте, и в таблице, да. А остальные европейские страны я поделила условно на вот такие группы. Северные страны, туда входят Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Эстония. Вы видите, можете прочитать по табличке. Центральная Европа, Юго-Восточная Европа, Юго-Западная и Западная. Вот видите по карте, как эти цвета распределены. Compared to the European average, oh, this one is not, well, okay, it works. Compared to the European average, Russian teachers are more positive about the disseminator role than most other regions, except for Southeastern Europe. These are the Balkan countries, Bulgaria, Greece, and Turkey. Мы видим, что роль распространителя информации в других странах, среди других респондентов оказалась гораздо ниже, чем среди российских респондентов, за исключением участников исследования из стран вот этого юго-восточного европейского кластера. Туда входят балканские страны, Турция, Balkans and Turkey, Болгария. Yeah. The Balkan countries, Serbia. Да, Румыния, Греция, Кипр, Сербия, Албания. Yeah, something like that. If we look at the investigator role of journalism, we see the opposite picture. Compared to all other regions from Europe, teachers from Russia find the future role of the investigator role relatively less important. И если мы посмотрим на роль расследователя, журналиста-расследователя, то здесь у нас противоположная картина. То есть российские респонденты видят эту роль все-таки не как такую важную, какой ее видят европейские респонденты. The disseminator role is associated with the so-called fast journalism, and the investigator role with what we call slow journalism. In practice, we need both kinds of journalism side by side. But nevertheless, it is important to note that they have different orientations. They are focused on different sets of questions. И роль распространителя укладывается в такую парадигму, которую мы называем быстрой журналистикой, а роль журналиста-расследователя – это такая медленная журналистика. И несмотря на то, что на практике нам нужны оба вида журналистики, и они сосуществуют в таком очень продуктивном тандеме, но важно помнить, что это две разные такие роли, они отвечают на разный набор вопросов. Fast journalism is focused on the typical news questions: who, what, where, and when, often combined with quotes about what do you think about it. Often these quotes are the first reactions of the man or the woman in the street, the so-called vox pops. Быстрая журналистика, вот эта роль распространителя информации, она отвечает на такие типичные традиционные журналистские вопросы: кто, что, где, когда, и иногда сюда добавляется вопрос, что вы думаете. Это либо какая-то цитата эксперта, это и либо какое-то первое мнение человека, которого останавливают на улице, то, что называется вот опрос общественного мнения. Slow journalism is focused on the typical context questions: how and why. And these context questions are often combined with questions that dig deeper.
questions about the consequences of the news for the citizens. What does it mean? Questions about what citizens might expect in the future. What's next? And questions about the actions that people can take themselves to improve a certain situation. What can you do? Мгм. Медленная журналистика, журналистика расследований задает такие более глубокие, более аналитические вопросы. Каким образом, почему или зачем, что это означает для граждан, да, что нам нужно ждать в будущем, что следует за этим, какие будут последствия, и также, что каждый гражданин может сделать, чтобы, может быть, поменять ситуацию или как-то отреагировать на это явление, что мы можем сделать с этим. As said before, in daily practice, we need both types of journalism, and our students should learn to ask both types of questions. However, the balance between the two types of journalism is changing in favor of slow journalism due to technological, economic, and social cultural developments. We see that teachers in Russia recognize that, but not as strong as most of their European colleagues. Мгм. И, как мы сказали выше, два вида журналистики очень важны и очень нужны, и будут нужны в будущем, но баланс их соотношения меняется. И именно потому, что технологии и социокультурный контекст меняется, и во многом то, что касается быстрой журналистики, там выходит на арену вот, как это называется, искусственный интеллект, роботы и так далее, то, что заменяет частично журналиста вот в этой быстрой журналистике. И российские респонденты нашего исследования, они осознают эти изменения баланса, но, как мы видим, не настолько сильно, не настолько вот как бы впечатляющие, как европейские преподаватели журналистики. In our 21st century network society, fast news is becoming abundant because of the growing role of what I have called, maybe the earlier slide once more, sorry. Mm-hmm. Yeah, what I have called the 4 A's: artificial intelligence, aggregators, algorithms, and amateurs. And if something is not scarce anymore, the price will go down. And the business model for this type of journalism has especially become disrupted. Мгм. И как мы видим, опять же, при развитии технологий, вот в том направлении, в котором мы идем сейчас, в быстрой журналистике 4А, ну это то, что вот в английском языке выступают, так сказать, вступают в игру, это искусственный интеллект, это агрегаторы новостей, это алгоритмы и это любители, да, непрофессиональные журналисты. И поскольку новости перестают быть какой-то эксклюзивной информацией, которую могут поставить только журналисты, ценность этой модели, она как бы падает, и бизнес-модели, построенные на быстрой журналистике, сейчас очень сильно теряют в цене. Research shows that an overwhelming majority of the public finds that the short daily news should be for free. Especially young people see news as something that arrives without paying on their mobile phone from all kinds of directions and all kinds of sources. И мы видим, что исследования показывают, что современная публика, современная аудитория воспринимает вот такие каждодневные быстрые новости, быструю информацию как нечто, что должно быть бесплатным. Особенно молодежь сейчас воспринимает новости как что-то, что поступает напрямую в их мобильные телефоны, за то, за что не нужно платить, и что можно просто каждый день читать, и при этом получая новости из разных источников. Professional journalism will have to focus increasingly on the part of journalism that is still scarce, the slower forms of journalism, the forms of journalism that deal with the more complicated issues, the ones that need journalistic research and investigation. И что сейчас нужно делать профессиональным журналистам, это вот больше придерживаться той журналистики, где информация все-таки остается дефицитной, недостаточной, да, которая нуждается в профессиональном
участии, да, журналистов, и это как раз медленная журналистика расследований, та, где журналист вовлекается в исследование, в расследование и занимается более такими глубокими аналитическими вопросами, нежели быстрыми новостями. A few years ago, next slide is possible, yes. A few years ago, the World Association of News Publishers presented a so-called news value flow. It shows what kind of journalism will be abundant and for free, and what kind of journalism will be scarce and paid for. And this figure confirms the view that the future of paid-for professional journalism lies in the slower forms of journalism. Несколько лет назад Всемирная ассоциация новостей провела аналогичное исследование по поводу вот тех видов журналистики, которые в будущем будут как бы редкими и востребованными, и те, которые вот теряют в цене, и за которые уже аудитория не хочет платить. И результаты были очень сравнимы вот с тем, о чем мы говорим, что более востребованы и более, так сказать, больше нуждаться в профессиональном участии журналистов будет именно та журналистика, которую мы здесь называем медленной журналистикой. Now, what does this mean? Next slide. What does this mean for journalism education in the coming years and decades? Но что это означает для преподавателей журналистики, для факультетов журналистики в недалеком будущем? First of all, it means that our students should learn about the transition that is going on in their future profession. Ну, в первую очередь журналисты и студенты-журналисты должны понимать, какой переходный период и какую вот эту транзитивную фазу проходит их профессия, которую они получают. There is a huge body of scientific literature about the need for fundamentally rethinking the role of professional journalism in society, and journalism students should be aware of this. It helps them to look beyond the journalism as it is today, and they can reflect on what the role of journalism can and should be in the future. И уже накоплен достаточный массив исследований и литературы по как раз такому переосмыслению роли журналистики в будущем. И студентам важно с ним ознакомиться, чтобы не думать о журналистике только в том ключе, в котором они привыкли, может быть, они думать в том, в котором она находится сейчас, но и понимать, какую роль журналисты могут и должны играть в будущем. At the same time, bachelor and master student programs should give more attention to what we call slow skills. И в то же время программы бакалавриата и магистратуры должны больше концентрироваться на тех навыках, которые мы относим вот как раз к медленной журналистике. And these are in random order, and I will do them one by one. Analytical skills, especially the ability to distinguish between main and side issues, and the ability to see relations and connections between issues. И здесь мы, если перечислим эти качества, эти навыки, так сказать, не в порядке приоритета, а просто в свободном порядке, это аналитические навыки, это способность, например, отделять главное от второстепенного, понимать связи, взаимосвязи и контекст явлений. Research skills, especially the ability to do in-depth research, to reveal violations of important values in society, and to expose abuses, and to be transparent about the working process and method. Это навыки исследователя, как проводить глубокие, серьезные исследования, как подмечать и выводить, так сказать, на свет нарушения каких-то социальных процессов, как быть прозрачным относительно своих исследовательских методов, чтобы это было понятно читателю и так далее. Verification skills, such as to be able to evaluate sources, to check facts, and to disclose false and harmful information.
from governments, from business organizations, from civil society organizations, and from other media, including social media. Это навыки верификации, то есть проверки информации, да, нужно уметь оценивать источники, нужно уметь проверять факты, нужно понимать, уметь вычленять фальшивую, ложную информацию, которую может поступать от бизнес-структур или от правительственных каких-то организаций, или даже некоммерческих организаций, и вообще из разных источников. Social skills, especially the ability to cooperate with all kinds of parties, including other media, and to communicate across cultural, socio-economic, and geographical borders. Это социальные навыки, навыки коммуникации, когда журналист может свободно разговаривать, общаться и вступать в контакт с людьми из разных, так сказать, сфер и бэкграундов, включая других журналистов, представителей других медиа, и также может взаимодействовать с людьми из разных культур, разных политических и социоэкономических бэкграундов. And last but not least, language skills, especially the ability to really listen to others and to tell stories in all kinds of combinations of forms, such as text, sound, images, video, or virtual reality. И не последнее тоже в нашей череде навыков – это навыки владения языком, что включает в себя и умение слушать по-настоящему внимательно и активно, и навыки сторителлинга, когда вы можете рассказывать свою историю совершенно разными способами и инструментами, будь то текст, видео, виртуальная реальность, звук и так далее. These skills are not new, but they need far more attention than they did. And I think these skills are the top priorities for the coming network era. They are essential to help to maintain our central values in society, and they should be at the heart of journalism education of today. Эти навыки не являются чем-то новым или необычным, но мне кажется, они вот в нашу сетевую эру, развивающуюся сетевую эру, приобретают особо важное значение. Вот я их выделила как 5 таких топ-наборов навыков, которые нужны будут журналистам для того, чтобы выполнять свою важную роль в обществе и чтобы оставаться профессионалом. Спасибо. Спасибо. Okay. Спасибо большое за эту презентацию. У нас есть первый вопрос. It's interesting if there are regional specifications, regional characteristics among Russian teachers. Вы имеете в виду, отличаются ли ответы по регионам внутри России? Да, потому что сравнивается с Европой. Yeah, it would be interesting to know other differences within, you know, Russian respondents, maybe among those 6 schools, or yes, well, do you know anything about that? We will, well, a lot of data from all over the world are now being analyzed, and I will work together with Lomonosov University in Moscow to make an analysis of the specific Russian data, and Maria Lukina will publish about that later this year together with me. We will write an article about the Russian situation. Но сейчас данные в процессе обработки, в процессе анализа, и вот в Московском государственном университете Мария Михайловна Лукина тоже участвовала в этом исследовании, она тоже член вот этой Европейской ассоциации, и мистер Дрог говорит, что позже будет более подробно проанализированы все ответы, и будет статья, которую они напишут вот с Марией Лукиной совместно, но я думаю, что она на русском языке тоже выйдет. Друзья, я напоминаю, что вы можете задавать нам вопросы, а пока вы их пишете, я задам свой вопрос. Когда вот такие слоу-журналисты приходят на работу, востребованы ли они в новостных организациях? While our participants are formulating and writing their questions, Oksana has a question. Do you think those
slow journalists, journalists who sort of specialize in slow journalism, when they come to work, are they in demand among media organizations? Are they welcome, to work for a media organization? This is an issue of time. I am sure that more and more news organizations will understand that they will have to bring the fast news, but you will not earn any money anymore with fast news because it is for free everywhere. So if professional journalism is to survive, nobody knows, but I think it will survive. But there is only one way to survive, and that is to shift more to the in-depth journalism, the slow kinds of journalism. Of course, this is a transition, and a transition takes time, and it might take even one generation before we enter that situation. But it is clear that this is the direction. Сложно сейчас сказать, конечно, это занимает время, да, это потребует достаточно, как любой переходный период, от одной эры к другой потребует достаточного времени, может быть, даже должно смениться поколение журналистов, но я считаю, что журналистика, если она выживет вообще, а я считаю, что она все-таки выживет, она должна вот смещаться к этому полюсу медленной журналистики, потому что, конечно, несмотря на то, что медиаорганизации должны поставлять и быстрые новости, быструю информацию, нужно понимать, и сейчас, наверное, медиаорганизации приходят к такому пониманию, что на этом уже не заработаешь деньги, потому что информация поступает отовсюду, из разных источников, очень быстро, и бизнес-модель не может строиться на такой журналистике. А зарабатывать профессиональная журналистика может тем и как бы пригождаться в том, что делать именно такую более медленную журналистику, более аналитическую, более углубленную, заниматься такими более серьезными вопросами, более серьезными исследованиями и так далее. Да, это не быстро, но я думаю, что мы движемся как раз в этом направлении. Okay, what modern methods of teaching future journalists one could use for developing those skills that you mentioned? How do you teach young journalists or journalism students to develop those skills? Well, this is a complicated question because it goes rather deep into how to teach things. I think most journalism schools know how to teach journalistic research, but what they would need is to add a little with the social science kind of research. I think that is an important addition. The second one is that there are programs, for instance, the European Journalism Training Association has developed such a program specifically for fact-checking and for verification. There are all kinds of ways in which you can learn students their social skills. I mean, in journalism, a lot of students want to produce things, they want to talk, and they don't want to listen very much. But there are all kinds of exercises which you can do with them, which shows them how important it is to really listen. And for instance, to show them an interview with someone, and then afterwards ask the students, what did the person say? And then compare it, and then see how different you have listened to what the person said, and how you can improve your listening. So there are all kinds of ways, practical ways to teach this. And the good news is that these skills are, as I said, they are not really new. There are new elements in it, but this is the case always in journalism education. There are always new elements. So we should give it more attention than we do.
Это сложный вопрос, конечно, потому что здесь мы, видите, даже пришлось много профессору рассказать, прежде чем он прервался на перевод. Я думаю, что многие школы и многие факультеты журналистики уже знают, как, например, преподавать журналистские расследования или исследования. Может быть, мы больше можем привносить из общественных наук туда каких-то элементов. И есть специальные программы, которые разрабатывают такие организации, как вот Европейская ассоциация журналистского образования. Недавно мы разработали программу, например, по факт-чекингу. Но это тоже, в общем-то, не новые навыки, которые факультеты журналистики, в принципе, привыкли уже каким-то образом преподавать. Нам просто нужно, чтобы этим навыкам уделялось большее внимание, и, может быть, они более углубленно изучались. Например, журналисты любят там сами говорить, да, и простраивать историю, а нам нужно учить их более внимательно слушать, каким образом это можно сделать. Скажем, вы им ставите какое-то интервью, да, а потом спрашиваете, как они поняли, что, о чем человек рассказал. Вы удивитесь, насколько разные будут ответы, и иногда очень отличающиеся от того, что реально человек говорил в интервью и так далее. То есть эти навыки не являются чем-то таким новым и необычным. Это то, что уже привыкли преподавать факультеты журналистики. Просто нужно, так сказать, им придать какое-то новое звучание и новые акценты. And I think, as I said before, I think it's very important that students learn about the results of research that has been done in the context of journalism studies. Within the communication science, we have a new branch, or not so new, but it is not older than 20, 25 years, that is called journalism studies. And I think in many schools, journalism studies is not taught at this moment. And I think that is also very important because it learns students to reflect a bit deeper on the future of journalism. И мне кажется, что вот есть такое направление, оно уже существует больше 20 лет, исследования в области журналистики, которые, мне кажется, недостаточно преподаются для студентов-журналистов. Студенты должны понимать вот как бы контекст своей профессии, какие исследования в ней проводятся. И очень хорошо, чтобы они были с такими исследованиями знакомы, чтобы, опять же, осмысляли и рефлексировали по поводу своей роли, своей профессии, своего места, так сказать, в этом мире. У нас был вопрос. We have another question. Recently, a secretary of the Union of Journalists in Russia, Mr. Vishnevetsky, visited a journalism school in Krasnodar University, which is in the south of Russia, and he was astonished by the fact that the majority of students want to work not in media organizations, but in PR services. Yeah. I can understand that. And one of the questions we asked in our research, also the global research, is where do you think your students will work? Will they work in a normal radio and television organization or a newspaper? Or will they do freelance work? Or will they go into other branches of communication, advertising, PR, etc.? Or will they work outside journalism? And the answers across the globe are very different. And shall I go on, or do you want? Well, I'd say. Let me translate this part. Okay. Меня не удивляет, да, это замечание, потому что это тенденция, которая сейчас наблюдается по всему миру, и в нашем опросе тоже был такой вопрос преподавателям журналистики. Как вы думаете, где в будущем будут работать ваши студенты, которые сейчас обучаются журналистике? Будут ли они работать в какой-то традиционной медиаорганизации, на телевидении, радио или в газете, или они станут фрилансерами, или они уйдут в рекламу и пиар, или вообще, так сказать, выпадут из коммуникационной сферы и будут заниматься чем-то другим. И ответы в разных странах были очень разные. In many countries, the labor market for journalism is not very good, and the salaries are low, and so it is hard to blame people that are 20 years old that they want a career in something that is more promising and gives you more money.
Во многих странах рынок для профессиональных журналистов сейчас выглядит не очень-то хорошо, и работа не приносит особых финансовых средств, поэтому мы не можем, конечно, обвинять молодых людей, которым сейчас 20 там, с чем-то лет, если они хотят выбрать какую-то для себя другую сферу, которая, может быть, принесет им больше благополучия. My own students see that news, a lot of journalism is for free, as I said in my speech, and they don't think they will be able to earn money in the future in this business. That means that it is even more important to take the slow turn, as I said in the speech. I think it is very important to show that journalism, in-depth journalism, research journalism, is a very interesting, a very fulfilling and important social function. And maybe the money is not as good as in advertising and PR, but it is really rewarding if you do the in-depth forms of journalism. И мои собственные студенты тоже видят, что профессиональная журналистика сейчас, может быть, проседает очень сильно вот в цене и в бизнесе, потому что очень много информации поступает, опять же, бесплатно из разных источников. И именно поэтому, как я уже говорил сегодня, так важно обратить сейчас внимание на вот эту медленную журналистику, которая, как мне кажется, будет больше востребована. Журналистика расследований, журналистика исследовательская, занимающаяся такими более глубокими вопросами, более глубоким анализом. Конечно, все равно, может быть, она не будет сравнима в зарплатах с областью рекламы и пиара, но мне важно объяснить студентам, что это очень такая вознаграждающая, даже в моральном смысле, роль. Это то, что они могут делать, то, что важно, то, что интересно, то, что нужно обществу. The good news, I think, is that these things change over time. I have been working in journalism education for 40 years now. I started in 1981. And in the 80s, in the first 10 years, journalism situation in my country, the Netherlands, was very, very bad. And a lot of students chose ways, even started a clothing store because they could not find a job in journalism. 10 years later, journalism was peaking again. Nobody had expected that. Nobody had predicted that, but it went very, very well. What I have learned in all these years is that journalism education should stick to its original goal. We educate journalists. We do not educate PR. We do not educate marketing. We educate journalism. And what they do, the students do with this education, it's up to them. Вообще хочу сказать, что я в области преподавания журналистики работаю уже 40 лет. Я начала в 1981 году. И в 80-е годы, по крайней мере, вот в моей стране, в Нидерландах, журналистика была в очень таком бедственном положении и в очень, так сказать, невыгодном. И тем не менее, вот у нас были студенты-журналисты. И вдруг через 10 лет, например, журналистика, наоборот, оказалась на очень таком хорошем подъеме. Этого особо никто не ожидал и не предвидел. Но журналисты профессиональные были очень востребованы. Поэтому никогда нельзя сказать, куда, так сказать, вырулит наше будущее. Но мы, как преподаватели, всегда должны помнить, что мы преподаем журналистику, мы учим наших студентов журналистике. А уже каким образом они будут использовать это образование и эти знания, в какой области они его приложат, это уже их задача, их решение, их ответственность. Друзья, я напомню, что вы можете задавать вопросы, и я хотела бы очень постараться аккуратно спросить. Существуют ли в Европе споры между школами журналистики и отраслью? Потому что у нас самые горячие споры, когда редакции обвиняют факультеты журналистики в том, что они не умеют учить. И на рынок выходит мало... То есть учат не тому, что нужно медиаорганизациям. Да, учат не тому, что учат медиаорганизациям. Первый аккуратный вопрос: есть ли такая дискуссия в Европе? Is there a discussion, is there a problem in Europe, which we have here,
the problem was sort of discrepancy or a gap between journalism alumni, like students whom you teach at the university, and when they come out and they go to media organizations, and media organizations blame journalism schools that they taught the students something that is irrelevant for practical work. It's not what's in demand. It's not what media organizations expect from young journalists, etc. Is there a discussion in Europe that, like, do you have this problem? Yes, the gap. Yeah, the gap. The gap between professional education and the profession itself is huge, and I think it is huge in every profession, but the gap is the widest in journalism, and it has been as long as I have been in journalism education. Да, такая проблема есть, и мне кажется, вот этот разрыв между профессиональным образованием и, собственно, профессией, он существует, наверное, в любой области, но в журналистике он в каком-то смысле наиболее велик. И эта проблема существовала всегда. Вот сколько я себя помню в области журналистского образования, у нас всегда были вот эти обсуждения, вот эти разрывы между тем, что выносит ученик, выпускник, и тем, что нужно медиаорганизации. And one of the reasons, there are several reasons for that, but one of the reasons is that the employers have an interest in getting new journalists, the students, that they can use immediately in the most practical way they need it. So they come in and they have to be productive after 5 minutes. And the goal of journalism education is much wider than that. And we do not only see journalism education that it is meant for getting your first job and etc., but it's also an important function for society. So journalism education always looks broader and with more distance, and often I must say the universities and the educators are right. I mean, 25 years, just an example. I will give the example after the translation. И на самом деле, мне кажется, отчасти причина вот этого разрыва в том, что медиаорганизация ожидает, что выпускник, который приходит на работу, он через 5 минут должен быть продуктивным именно в том, что они от него ожидают и что они как бы от него хотят. А журналистское образование, оно намного шире, оно намного глубже. Да? Мы учим студентов не то, как получить свою первую работу и сразу там вот как только ты пришел, быть в ней там на 100% продуктивным, а как быть важной частью общества, какие социальные функции выполнять и так далее. То есть журналистское образование намного шире, чем вот такие вот практические, может быть, 7-минутные задачи. И я сейчас приведу пример. There is a difference in the idea of short-term interests from the industry and long-term interest from education. When I had a discussion with editors-in-chief in 1985, and they wanted our students that we taught them how to work with digital photo receivers. We did not do that because in the Netherlands at that point it was common that a news photographer took his pictures, stepped on his motorbike and went as fast as he could to the newspaper. And then a new device came, the digital photo receiver. And the editors-in-chief were mad at the schools that we did not teach the digital. And now nobody talks about that anymore. There are always new devices, and they always want us to teach the students. We had, I don't know if you know it, teletext. We had teletext in the beginning of the 80s, and they said, you must teach students how to work with teletext.
and it was a joke. I mean, we did not teach them that. We teach them how to formulate shortly, which is very important for teletext, but which has a broader meaning. And our first interns that went to a teletext internship, after 10 minutes, they knew how to work with teletext. So they always have this very short term, initiated by the things that are relevant on that day, and they seldomly have a longer term view, I must say. I'm sorry to have to say that. И вот это различие между такими более насущными, но более краткосрочными потребностями медиаорганизаций и более, так сказать, долгосрочным журналистским образованием, более долгосрочной его ценностью, может проиллюстрировать тот пример, что в 1985 году я разговаривала с редакторами медиа, и они говорят, что вот вы должны учить журналистов, как использовать цифровые получатели, цифровые ресиверы фотографий, которые только появились. Раньше как получалось, что журналист там делал фото на месте там, события, да, быстро садился на свой мотоцикл, как можно быстрее ехал в редакцию, чтобы это фото, значит, передать, а в то время появились как раз возможности передавать это цифровым путем. Ну, и мы этому не учили, но это, собственно, как-то быстро и сошло на нет. То есть вот эта технологическая ветвь, она не стала развиваться. Или, например, у нас был распространен телетекст, да, в определенный период времени, и тоже нам предъявляли как бы претензии, требования, что вы должны журналистов, будущих журналистов учить использовать телетекст. Нет, мы не учим их таким как бы частным цифровым каким-то или технологическим новинкам, потому что иногда они уходят с арены. Мы учим, например, там, формулировать свою мысль кратко, что тоже очень важно в использовании телетекста. А уже какие технические девайсы использовать, они приходят на рабочее место, и через 10 минут они уже могут пользоваться телетекстом, потому что у них все остальные навыки для этого существуют. Поэтому вот журналистское образование, оно про что-то более фундаментальное, более долгосрочное, а уже вот какие-то такие новинки сегодняшнего дня, которые там приходят и уходят, это уже можно освоить на месте. Can I say one more thing about that? Within the World Journalism Education Council, we think it is very important that journalism schools stop being in the follower mode. A lot of schools of journalism just follow what the industry says, that they stop being in the follower mode and that they switch to the innovator mode, that they learn that journalism education is one of the parties that has to define the future of journalism. And the program where we're working in is called Renewing Journalism Through Education. And I think in this transition period, where I talked about this morning, it becomes even more important that journalism schools get in the innovator mode, because a lot of practical media outlets are also a little conservative, to be honest. И вот во Всемирном совете по образованию в области журналистики мы как раз занимаемся вопросом и, так сказать, пропагандой той идеи, что школы журналистики должны выйти из такой роли как бы ведомого, да, то есть подчиняться тому, что диктует индустрия, а быть скорее, наоборот, инноваторами и быть как бы впереди, преобразовывать индустрию, в том числе через журналистское образование. Мы сейчас как раз разрабатываем программу, которая называется вот «Обновление журналистики через образование», и считаем, что школы журналистики как раз должны на себя взять ведущую роль. То есть и особенно в такой период переходный, когда вот то, что мы сегодня обсуждали, происходит, когда меняются эры журналистики, когда выступают на передний план какие-то другие ценности, именно школа журналистики, преподавание журналистики, оно может быть вот той силой, которая преобразует и саму индустрию, и не пытаться, так сказать, ответить наоборот, на запросы со стороны индустрии. There's another question. Is there such a problem in Europe that journalism is being taught
by people who are more in theory than practice. So they're professors, but they're not practical journalists themselves. It depends. We have two types of journalism schools. The ones that are strictly university-based, and others that are more in a, let's say, polytechnical high school, which is also these are universities of applied sciences. And in most European schools, we do not have the problem from Russia that journalism education often comes out of philology, for instance. So there is a lot of language, but the kind of language that you do not need for journalism, but about literature or about comparing where languages came from or whatever. And I think the one of the main transitions in Eastern European schools of journalism is to abandon that tradition, that philological tradition, and to become more practical, for instance, but also more theoretical in the sense of communication science, journalism studies, and so on. So I'm not against theory, but I think the theory must be very much focused on journalism's role in society, and maybe we should wait until the last philological professor is pensioned, and then we can start renewing. Я вижу, на самом деле, так, во-первых, в Европе есть как бы два типа журфаков. Есть, которые принадлежат чисто университету, то есть как такому научному заведению, да, а есть такие политехнические высшие школы, которые скорее занимаются прикладной наукой, да, то есть более практикоориентированные. Но я знаю, что в России есть такой аспект, которого нет в Европе, что большинство журналистов, как бы у вас журналистика находится внутри филологии, да, у нас даже вот кандидаты, получается, филологических наук, и они изучают много того, что относится к филологии, и, ну, что менее релевантно, может быть, журналистике, там какая-то литература, история языка, там, откуда что пришло и так далее. И мне кажется, что нужно больше учить. Я не против теории, да, но просто теория должна быть более релевантна к практической работе. Может быть, теория должна больше углубляться в вопросы, вот опять же, исследований журналистики, то, что называется journalism studies, и коммуникации, теории коммуникации, да. То есть то, что все-таки ближе к журналистике. Может быть, нужно там, чтобы закончил свою карьеру последний профессор филологии в российских университетах на журфаках, и тогда как бы журналистское образование обновится и будет менее филологичным, выйдет, так сказать, из-под этого зонтика филологии, да, а станет именно журналистским, коммуникационным. Maybe one additional remark. No misunderstanding. I think it is very important to have practical training in journalism. I think we need theory and practice to go hand in hand. To give an example, I think journalism education is like the education of a pilot. Nobody wants to sit in an aeroplane where the pilot has never flown the plane, has only read books about how airplanes go. So you need flying hours, you need practice, and you have to make mistakes in order to do it better. Да, и чтобы вы меня правильно поняли, я считаю, что, конечно, образование должно сочетать в себе теорию и практику. Здесь журналистику можно сравнить с пилотированием, да, с обучением летчиков. И никто не захочет лететь на самолете, в котором летчик прошел только теоретические курсы, почитал книжки о том, как вести самолет, да, но ни разу на нем сам не летал. Конечно, нужно, чтобы были, так сказать, налетаны там свои часы, чтобы теория сочеталась с практикой, и все это шло вот так рука об руку. Я хотела бы, наверное, задать последний вопрос. Раз мы говорили о преподавателях, то какие есть в Европе там традиции и практики повышения квалификации именно преподавателей журналистики? Может быть, какие-то есть интересные совместные проекты, которые бы можно было рекомендовать нашим преподавателям для развития?
Maybe a final question, since we're coming maybe to the end. Since we talked about a lot about journalism teachers and journalism teachers in Europe and practices in Europe, are there programs of continued education for those journalism teachers who want to become more modern or advanced or learn new methods of teaching? Are there maybe international programs that we could recommend to our participants who are now listening to us to either take part or to read about if they want to be better journalism teachers? What I think is the most important is that schools of journalism in Russia, as some already did, become a member of the European Journalism Teaching Association, because we have the EJTA has many conferences on precisely this issue. What kind of new developments are there, practical as well as more theoretical? There you meet your fellow, well, now it is almost everything is online, of course, but normally we meet in nice cities like Moscow or Barcelona or Stockholm, and we talk for 2 or 3 days about all kinds of issues, and it is very important to be part of that and to learn from each other. And I'm one of my tasks is that I teach in Chelyabinsk in Russia. I'm a professor in Chelyabinsk too, and I can learn also from the Russian schools. So it is not a one direction thing. It is more a dialogue thing. I think we can learn a lot from each other. Especially in Europe, we have a lot of highly commercialized news outlets, and which are a threat to journalism. And it's interesting to talk with teachers about other models of teaching journalism and doing journalism. So that would be my most important recommendation. Become member of this European family of teachers of journalism. Ну, мой первый совет, и, наверное, самый главный, это побудить вас и побудить российские журфаки вступить в нашу ассоциацию европейского журналистского образования, как уже некоторые университеты и сделали, потому что это очень важное такое сообщество, где мы учимся друг у друга. Мы, сейчас на пандемию прервались, да, и сейчас все происходит онлайн, но обычно мы регулярно собирали конференции в разных прекрасных городах, как Москва, Стокгольм или Барселона, где люди собираются, рассказывают друг другу, обсуждают новые методы, что в теории, что в практике, как практика соотносится с теорией и так далее. И я, например, также являюсь профессором и Челябинского университета, и периодически преподаю в Челябинске, и точно так же чему-то новому учусь у российской системы образования. Поэтому это такой очень взаимный процесс, не односторонний, а двусторонний, многосторонний. Поэтому мой, наверное, самый такой совет важный – это присоединяйтесь к этой европейской семье, вступайте в наши ряды. Большое спасибо. Это был очень интересный и показательный, наглядный разговор. Я скажу, что на основании всех наших встреч мы делаем мультимедийные лонгриды. Конечно, остается видеозапись для тех, кто хочет посмотреть нас в другое время или показать своим коллегам этот эфир. Но на базе этого материала мы еще и сделаем такой мультимедийный лонгрид, который вы сможете почитать и расширить. Я очень признательна нашим зрителям, всем, кто к нам сегодня присоединился, кто задавал вопросы. Это очень ценно. Спасибо большое. Yeah, thank you very much. And based on this talk, we'll have a recording of the talk, and we'll also publish a long read material which will have parts of the ideas and links and other information. So thank you very much for everybody who joined. And thank you, Mr. Drok, for teaching us about teaching journalism. Thank you very much for having me. Да, большое спасибо, что вы меня пригласили.